Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Курашенко, и сегодня я хочу рассказать вам о новой прошивке под версией 2.0 для Nikon ZF. Это очень интересное обновление, которое лично я ждал очень долго. Мне кажется, я, начиная с конца лета, с тех пор, как его только презентовали, каждый день обновлял сайт Nikon с надеждой увидеть это обновление. И вот оно вышло, и этот малыш получил весьма долгожданное обновление с очень интересными функциями. Давайте посмотрим подробнее, поехали! И первая функция, о которой мне сегодня хотелось бы рассказать, это функция обнаружения птиц. Да, наконец-то в Nikon ZF добавили эту функцию. Ранее она уже была на Nikon Z9 и Z8, и вот теперь она есть и в Nikon ZF. Поэтому, если вы любитель поснимать пташек, обязательно включайте эту функцию перед тем, как начинать съемку. Как говорит сама компания Nikon, эта функция значительно увеличивает точность определения птиц. Только делайте это не в режиме автоматического определения, когда фотоаппарат определяет все подряд, и лица, и машины, и так далее. Целенаправленно ставьте функцию обнаружения птиц. Тогда съемка будет гораздо точнее. Одна из самых важных функций для меня лично это функция Nikon Imagine Cloud. Теперь Nikon ZF добавили к этой функции, и мы можем на сайте зарегистрироваться и стать участниками этого сервиса. Что он дает? Вы можете обновлять свой Nikon по Wi-Fi, теперь не нужно сбрасывать прошивку на карту памяти, а потом уже обновляться. Обновление происходит автоматически по воздуху. Также вы можете сбрасывать свои фотографии на сайт Nikon Imagine Cloud, а уже потом подключить к нему сервисы, например, сервисы Adobe Lightroom или Google Фото, и фотографии будут сбрасываться прямиком с вашего фотоаппарата в эти сервисы. Еще одно нововведение – это возможность создавать рецепты стилей изображения. На сайте Nikon Imagine Cloud есть цветовые рецепты, созданные топовыми фотографами со всего мира, которые можно удаленно по воздуху загрузить на свой Nikon и использовать при съемке. Мы еще на шаг стали ближе к цветовым пресетам от компании Fujifilm. Да, Nikon Imagine Cloud работает еще не на полную силу. Я так понимаю, что планируется еще добавлять функции обработки изображений. Я очень хочу, чтобы появилась функция добавления зерна на фотографию. Этого сейчас нет, но уже довольно интересно. И вчера я создал свой пресет, загрузил его себе в камеру. Вот примеры нескольких фотографий, сделанных дома. Также появилась функция настройки низкой чувствительности для съемки в формате N-Log. То есть раньше в Nikon ZF мы могли использовать минимальное значение ISO 800 для съемки в N-Log. Сейчас вы можете выставить аналоги ISO 600 и 200. Но также Nikon предупреждает, что максимальный выходной уровень для видео, записанных при низкой чувствительности ISO, падает из-за потери данных о светлых участках. Поэтому они рекомендуют выбрать низкое значение для настройки зебры. Заходим в меню пользовательских настроек, видео, шаблон зебра. Нажимаем вправо, предел засветки, идем вправо. Nikon рекомендует выбирать значение порога 200 для режимов ISO Low 2.0 и 230 для режимов ISO от Low 0.3 до 1. Также появилась функция High-Res Zoom. Использовать ее можно только когда у вас качество видео стоит в формате Full HD и полнокадровая область изображения. В этом режиме вы можете использовать двукратный цифровой зум, который очень качественно отрабатывает, и выглядит картинка просто потрясающе. Наконец-то добавили удобное использование автоматического ISO. Этой функции очень не хватало по многочисленным обзорам, которые я смотрел в сети. Всех очень беспокоило то, что включить автоматическое ISO очень сложно. Вот, наконец, Nikon сделал работу над ошибками. Когда вы включаете режим автоматического ISO на камере, достаточно ее включить, и далее, если вы хотите выставить, например, ISO 6400, вы ставите 6400, хотите 200 – 200. Как только вам понадобилось автоматическое ISO, крутите барабан, он блокируется на параметре C и включается автоматическое ISO. Я думаю, многие фотографы, которые снимают на эту камеру, будут очень довольны.
Также Nikon добавила настройку толщины точки фокусировки. Вы можете выбрать один из трех режимов: 1, 2, 3. То есть единица это самый тонкий, какой и был. 2 и 3 это, ну, соответственно, толщина линии точки фокусировки повышается, и ее лучше видно издалека. Ну, короче, удобнее фокусироваться. Спасибо, очень полезная функция. Интересная функция — режим задержки экспозиции. Раньше для тех, кто снимал со штатива, для того, чтобы камера, грубо говоря, успела стабилизироваться, мы ставили задержку автоспуска, там 2 секунды, по-моему, минимум было. Нажимали, ждали 2 секунды, происходил спуск затвора. Сейчас же Nikon добавила задержку затвора, и мы можем поставить, по-моему, 0,2 секунды, 0,5 секунд и выше, до 3 секунд. И то есть при работающей функции, при каждом нажатии на кнопку спуска затвора проходит 0,2 секунды и делается фотография. И так каждый раз. Очень удобная функция, если вам действительно часто приходится снимать, например, предметку. Также Nikon добавили увеличение в 400% при фокусировке в режиме видео и фото. То есть раньше мы могли увеличить картинку на 200%, сейчас на 400%. Еще одна функция, которая дополняет предыдущую, это функция отмены увеличения. Если раньше, когда мы фокусировались и пытались увеличить изображение, мы нажимали плюсик для того, чтобы увеличить его, потом нажимали минус для того, чтобы уменьшить. Сейчас для того, чтобы уменьшить изображение, достаточно слегка нажать на кнопку спуска затвора, на половинное нажатие, и зум убирается. Также обновили функцию перемещения точки фокусировки при съемке в видоискатель. Вы знаете, что в Nikon ZF была функция, когда вы используете видоискатель, вы можете пальцем водить и менять точку фокусировки по экрану. Вот, сейчас Nikon добавили такую функцию, что при двойном нажатии на экран точка фокусировки возвращается в центральное положение. Для любителей мануальных стекол, старых мануальных стекол или наоборот новых мануальных стекол, теперь вы можете заносить любые данные объектива. То есть можно написать название объектива, можно указать любое фокусное расстояние, абсолютно любое, и любое число диафрагмы этого объектива. Многие просили об этой функции, вот, как говорится, получите, распишитесь. Добавили функцию расстояния до объекта во время съемки. Когда вы крутите зум при съемке, на экранчике отображается расстояние до объекта, до снимаемого объекта в метрах или футах. Можно поставить любое значение. Ну что, это был обзор новой прошивки под версией 2.0 для Nikon ZF. Надеюсь, было интересно. До скорых встреч. Пока-пока.